Всем привет. Мы продолжаем проходить Atomic Heart. У нас, значит, задание принести 3 колбы. Одну мы принесли с прошлого стрима. На прошлом стриме. Вот, поехали дальше проходить. Нам нужно в горячий цех, да? Поехали. Вот такой, где он? Бойлерная. Ну, наверное, мне сюда. И на второй этаж, точно. Я же как раз туда не ходил. Наверх не поднимался. Горячий цех, или так называемый хитарий, одно из наиболее сложных и опасных в обслуживании экспериментов. Да ладно, наиболее сложно. Сейчас проверим. Ну, вот сундучок мы, пожалуй, доберем. Так, испытания успешно завершены совместимыми усилиями команд Вавилова и Павлова. Наших, конечно, больше. Выведен новый вид крылатских жуков. Клин клином вышибает. Кстати, породу так и назвали. Жук-клин. Новый паразит поедает только вредные растения. Амброзию, циклохену, полынь и болиголов. С последним личные счеты у меня от чего? Ну, блин, я не знаю, зачем это читать. Записочки эти. Мы в шутер собрались поиграть, правильно? Чтением займемся позже. Так. Что-то мне сдается мне туда. Но давай для начала мы тут все смотрим. Оп, оп. Ну, всякий. Ага, тут тупик. Как вариант. Подожди. А я ж там был, да? Ну-ка проверим. Да, я, по-моему, там был. Ладно, пойдем прямо. Вот же срать, больно! Это ты называешь вполне комфортной температурой? Похоже, внутри цеха установилась критически высокая температура. Так. Да неужели? Вероятно, термонагреватели из-за сбоя пошли в разнос. Пока они кипят, цех будет заполнен раскаленным воздухом. Ясно. Где-то должна быть бойлерная. Угу. Ну, значит, идем по этим, какого? Идем по надписям на стенках, где будет бойлерная. Туда написано. Что-то я вообще запутался. Ну вот она стрелка, вот написано бойлерная. Ну я же тут был. Релакс и дрим. Да я понял. Я вроде никому с таким ником больше не выдавал модерку. Так. Может быть, здесь еще одна какая-то бойлерная, но я сомневаюсь. Прикинь, в игре бега нет. Есть только дэш небольшой. Вот этот вот. И то не часто можно пользоваться. Сборочный цех. Так вот сюда, наверное. Ну-ка, давай протиснем свою жопку. Собирать даже нечего. Бля, вот я зашел туда, и мне мне обожгло. Яички. Придется хилиться. Так, ну давай попробуем открыть этот замок. Что тут, опять пальцами дощелкать? Чик. Модерка. Подожди, а если вниз спуститься? Везде тут эти Максимы перепелицы валяются. Так, можно еще и сюда сходить, да? Для чего? О! Ты как здесь оказался, Саид? До свидания сразу. Вовчики приставучий. О, Вовчику забыли анимацию прорисовать. Он просто подъехал туда. Как в полете. Каспер сраный.
Похоже, еще немного, и котлы взорвутся нафиг. Угу. Что Охладите надо бойлер. У меня нет Вовчиков такой мочить, что информации. делать? Я здесь впервые. Кверху жопой вон там бедняга думать. упал. Будем думать, да. Так, подожди. Ну, сначала мы котлы отключим, а потом наверх поднимемся. Вовчик, ну падай. О, наконец. Следующий. Один прям застрял. Давай ему яички отстрелим. О, до свидания. Это все? Что-то не густо тут у Владимира. Бойлер Один он. раскаленный. Руками лучше не трогать. Раскорячиваю Надо его. как-то охладить его изнутри. Ща мы охладим его трахание, подожди. Всему свое время. Я так полагаю, что это такая-то мини-головоломка, да, чтобы у нас все по трубам пошло. Эй, здравствуйте. Бля, тут подозрительные вовчики. А вон еще и гуляет. Тут какой-то сборочный цех Владимиров, походу. Серьезно, Басков поет про шарманку? Так, вот впускной раструб. Да, точно. Басков поет шарманку. Балдеж. Как хорошо то, что я отключил эту, блядь, как его, монетизацию на ролике. Мне вчера за Пугачеву прилетело еще за какую-то беду. Пиздец, я еще за Пугачеву не... Да, я еще за Пугачеву не отвечал, блядь. Это проститутки. Ладно. Вон тут чертеж Вовчика. Ой, какие. Вовка весь в этом, в образе, короче. О? Токарный станок. Здорово, Васек. Это вот задняя бабка, это передняя бабка. Смотри, не перепутай. Так. Давай теперь по бойлерам. Но я не думаю, что мне какие-то вентиля надо крутить. Вот это что такое? Ага, И где тут шарик. вход в трубу? Вот-то я знаю, где труба. Рядом с задней бабкой. А что интересно, они на этих, как его, на токарных станках, в Вовчиках вытачивают? Тут же это, типа, блядь, технологии. А, ну понятно. Они что-то тут каким-то этим... Батя, делов с них понаделали. Короче, это кабинет труда от пионеров. Вот такого цвета. Так, шарик-то я загнал, а дальше? Это мне что тебе? Эту фигню до бойлера вручную тащи? Да. Представь себе. Вот только какого именно бойлера-то надо? Вот этого красного, да? Ну, блин, давай. Ну. Тихо. Вот так. А теперь? Вот сюда. Чик. Чик. И туда. Вот туда. Ага. Дедовский самогонный аппарат должен заработать. Я думаю, текать надо. Осталось еще 2. А, Да нет? неужели? Нормально. Я думал, сейчас как бахнет. Тихо, Володя. Володя, аккуратно себя ведем. Где еще? Все. Минус Володька. Шарманка. Туда-сюда. Все? Нету Володя? Кончились? На всех станках точат дилдачи. Не исключено. Только я вот свой первый дилдак выточил как бы на этом, на уроке труда только по дереву. Металлические не стал. Нам сразу можно было прилететь от трудовика по затыльника.
Я еще дилдак тут, помню, выкрасил в разный цвет. Хорошо, что этот раструб находится в соседней комнате. По-моему, а у не меня где-нибудь завуч рядом забрала спереди. его потом. Так, вот сюда, да, тащим эту хрень. Чик. А теперь вот наверх надо его. Пойдет? Нормально. Да, второй готов. Так, где Володя? Вот Вовки пошли. Вовка тут, блядь. Что ж ты тут? Неугомонный какой-то. Смотри, вырывается прям с двух ног, а? В меня прям. Напинал мне в жопу. Это один? Вон второй. Тихо, давай его по стелсу грохнем. Вовка, только не оборачивайся, сейчас все будет. Эх ты, Вовка, Вовка. Они какие-то иногда, ну, как бы, они иногда пассивные, Володьки, а иногда, короче, они это, ну, прям с двух ног тебя пытаются ушатать. Очень, очень быстро. Активные, Володя. Да кто это вообще придумал? Я Фиг. уж задолбался шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс Вавилов. Так, Почему как просто это не будет выйти через нормальную дверь? выглядеть? К сожалению, есть только ненормальное. Есть нормальная дверь. Я понял. Чик, чик, чик. И... Ага. Ну, одна свистулька тупиковая, короче, я понял, ладно. Потащили нам сюда. Сюда. Потом вниз. Так, а вот тут. Ага, вниз. Вниз надо ее тащить. Для подбаскова шарики еще не таскал, вот серьезно. Все. Ну, и... Стабилизирован. Вовка. Вовка, блядь, хватит. Эй, Счастье-то какое! счастье привалило. Давай, Валера, настало твое время. Как тебе такое, Владимир? Хуя они местами поменялись. Взаимозаменяемые Вовчики. А я с обоих собрал? Ну точно. Ладно, и так сойдет. Что теперь? Заберите колбу с жаростойким полимером. А она теперь на втором этаже оказалась. Хорошо, что я даже не поперся на второй этаж сразу. Вы уже обнаружили доктора Филатову? Это ту, которая помогла Такой предателю еврей Петрову типичный. убить сотни людей? Ну Нет, так и здравствуйте. жива еще, ползает где-то здесь. Особо обращаю ваше внимание на то, что доктор Филатова не должна пострадать. В случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту. Что? Спасать твари, за которой тут кровище по колено? Какого хрена? Предатель Петров использовал Филатову в темную. Она не догадывалась о его истинных намерениях. Я имею в виду степень кровожадности этого маньяка-убийцы. Степень ее вины должен установить суд. Немного ли чести? Вполне достаточно. Доктор Филатова – известный нейрохирург экстра-класса. Здоровье не Именно падает, ей можно идти. академик Сеченов поручил руководить исследованиями в области сочетания людей и роботов в едином коллективе. Кстати, когда у нас Она Наташка не будет? должна Далеко еще до пострадать. Наташки? Вам все понятно? Для чего предназначен термоцех? Тут производит жаростойкий полимер. Но основное направление проводящихся тут исследований – выведение жаростойкой флоры. Надо как-то придумать, как Полимеры здесь забраться туда. обогащаются эфирными маслами коктации цереруса, кактуса. Благодаря этому здесь выводят группы растений, адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню озелить? Не так. Почти. Они планируют озеленить Марс. Вот, наверное, только так я смогу попасть. Ну, блин, нет.
Но я же не могу как бабуин по этому дереву забраться, правильно? Не выйдет. Аккуратно. А тут что-то низковато он поднимает. Я тут недавно пиццу в этом, в бургере заказывал. Ну, вот где Чехова. А, вот, все, я понял. Надо подождать маленько. Раз, и потом два. Все, и падла. Только там этот, как его, там что-то на пятихатку с чем-то стоит. Блин, да ёпта, не тороплюсь. Фэпоса, походу, почувствовал, вот и меня несет. Так, сюда-сюда, потом сюда. Ну и там прыг-скок. После восстановления температурного режима колбы наполняются автоматически. Кодлы наполняются автоматически, давай. Можно забрать? О, мое. Я, наверное, подохну, да, если так прыгну? Давай Мне как-то хоть здесь попробуем всё вернуться. просто. Пора возвращаться, пока и тут какая-нибудь хрень не началась. Все, балдеж. Пошли назад. А там, наверное, вообще ад, да? Ну, понятно. Храс, что известно о девчонке Петрова? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал. Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова работает с академиком Сеченовым много лет. Дмитрий Сергеевич не просто тогда верил ей одно из наиболее важных направлений в создании коллектива 2.0. Она заменила на этом посту погибшего Харитона Захарова. А это... Тут если, короче, тебе в уши несут каким-то этим химическими формулами про какие-нибудь полисахариды и так далее, вот по таким вот трехэтажным химическим матам, то тебе поясняют за лор постоянно, либо шуточки какие-то. Профессор медицины, прославленный нейрохирург и один из Не двух вкачивал победителей ближний бой. А коричневой зачем? чумы. Захаров Харитон Родионович. Ближайший друг и Ближний соратник бой это академика Mortal Kombat, Сеченова. Вась. Они вместе стояли у истоков предприятия 38-20. Я пока не вижу смысла Очень какой-то ближний хорошо, бой допустим, прокачивать. но я про Филатову спросил. Когда я буду уже конкретно нуждаться в патронах там и так далее, попробуем. После гибели профессора продолжил Вроде его норм. работу. На сегодняшний день Давай-ка мы преступница сохранимся. и предательница Родины. Тут В не общих часто с чертах этим понятно. балуют. Жалко, симпатичный. Здорово, Альф. Ты там вчера этот говорил насчет того, что у тебя там вентиляторы шумят. Я зашел уже, послушал. Да, шум есть. Сдавай, что тут париться, блин, если она немножко гудит. А вдруг потом может сильнее начать гудеть, запросто же. Что-то я комнату сохранения не вижу. Потому что она была... Ой, да хер с ним. Пошли, короче, вперед. Холодная лаборатория, пестицидный цех. Право-лево. Вон там вовчики околачиваются. Пошли, короче, пестицидный. Ну, раз он первый по списку, пошли тогда туда. Да, я думаю, брак. Сколько этой карты у тебя? Месяца 2? Блядь, не успел. Вот эту бы пушечку бы помощнее бы сделать чуть-чуть. Чтобы опчиков с одного выстрела ушатывать. А этот уже восстанавливает. Короче, вот эти вот пчелы в игре это самое, наверное, противное, что есть. Ну вот, месяц в видеокарте, она у тебя уже какие-то подозрительные шумы выдает. Не должно так быть. Не, может быть, конечно, не притрется, а может быть, не притрется. Что это такое? Лифт. Бля, где сохранение-то? По идее, должно быть где-то вот в этой локации. Стой. Жух. Ни хера нету. Я сейчас, в принципе, даже пока что и какими-то телекинетическими способностями не пользуюсь, потому что не вижу смысла. Вполне всего хватает. Куда идти? Колбу принесите, говорит. А где дверь-то? Да, они посмотрят, да, это будет долго делаться.
Они, как правило, 2 недели это минимум. Плюс пока она туда-сюда, карта у тебя это покатается. Так что имей в виду, что ее примерно у тебя месяц не будет. Ну так, на скидку чисто. Но по идее не дольше месяца должны они держать. Что-то я не врубаюсь, куда идти. Назад? Почему назад? Пишут, принесите колбу из пестицидного цеха, и в итоге в этот пестицидный цех меня все равно не пускают. Я, может, что-то прослушал. Не больше 45, ну, по-моему, не больше месяца. Не скажу точно. О, вот и комнатка. Что там за мультик? А, это про этот, какого, серия про парк аттракционов. Так, ну что, подойдем к порнушнице к этой. Доступ разрешен. Так, мне нужно. Давай. Есть ли у меня ресурсы на перчатку? Хладоцех — это выход из пестицида. Короче, я ни хрена ничего-то не понял. Так, у меня уже есть 2, да? Давай телекинез бахнем. Вот это что? Получить. Давай. Короче, для начала качаем телекинез. Давление в области телекинетического воздействия возрастает с каждой секундой удержания, нанося захваченным целям значительный урон. Это мы берем. Короче, телекинез сначала прокачиваем. Я потом подумаю, либо стужу попробую. Ты, Гарик, качал что? Да, завтра будем гудеть. Это у Кири в гараже. Костяну цвета нет. Полимер... Ты, по-моему, этот, да? Ты качал полимеры и шок, да? Я, короче, тогда попробую телекинез и, наверное, стужу попробую. Бля, тут же отдельный персонаж еще качается, твою мать. Майор, оружие или способность? Ладно, посмотрим. Что за праздник? Мне 35 будет. Ты, если не работаешь, подходи тоже. Хрена себе, я патронов могу сделать для дробаша. Ну, естественно. Балдеж. Если ничего не обнаружили, ты вполне по гарантии можешь ее отдать им и сказать, что ты будешь покупать другую. Они тебе возвращают деньги. Ты приходишь, покупаешь другую карту. Все. У меня такое было вот с этим, когда я с материнку Это им еще давал. что за дрянь? Это росток побега. Что еще за побег? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. летает? Но с этим побегом что-то не так. Ну тогда он какой-то, по-моему, хищный, этот побег. И корову они в воде держат. Жесть какая. А ты в ночь... Короче, материнку я задавал. Она просто была нерабочая. Они посмотрели, сказали, у вас все в порядке. Проверяйте другие комплектующие. Ебать, курица хищная. Курица-убийца? Просто прелестно. Вот не зря их в самом начале мочил. Это злые куры. Они прям въелись в него. Эй, котятки. Лучше не привлекать внимания. Мы его уже... А, ну все. Так, хоть рассмотрим морды-то их. Угу. Ну, я думаю, они сильно были срисованы с этого. Да, в DNS покупал. Они были сильно срисованы с Last of Us. Этих зараженных бомжей. Так, тут уже все было украдено до нас. Это кто такой? О, спасатели, наконец-то.
Мне не поможете, но тут есть выжившие. Не скажу, что вы сильно торопились. Это еще не спасатель. Я скорее авангард. Да что такое? Долг зовет. Давайте не сейчас. Вот действительно. Так, а я его что-то не очень хочу эту дверь открывать. Подожди. А что если ее немного приоткрыть? Правильно? Зачем нам полностью? Или это стекло? Я ни хера не понимаю. А, вон куда пролезть можно. Сейчас бы стоял, дергал эту хрень. Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе спектр исследований самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. Подожди, сейчас я только будку свою высуну. Вот оно в чем дело. Сейчас мы сначала тут всех перегасим, а потом спускаться будем. Кстати, можно на этот холодильник прыгнуть, как вариант. Это же то самое... А нет, это следующее помещение. Вот там эти уроды тусят. Ну, давай, я хочу обратно. Я хочу на холодильник. Тут небезопасно. Чик. Возможно, еще корова на меня нападет. Но это не точно. Угу. Почему она в воде тусуется? Ну, хоть жива. Ну-ка. По-моему, она мычала. Интересные тут у вас аквариумные рыбки. И интересное кино. О, меня засекли. Такие в развалочку херачат ко мне. Нет энергии. Понятно. Думаете, это меня заперли с вами, а вас заперли со мной. Ой, рука отвалилась. Беда, разрушение. Короче, дробаш тут по-любому топчик. Его надо качать. А когда у тебя восстанавливается энергия, надо вот с этой пипкой бегать. Ну, когда она полностью восстановилась. У тебя экономия получается по патронам. А в открытом мире, наверное, мне кажется, все-таки лучше не это. Ну, избегать врагов. Ну и чё ты? Главное, вцепился в эту хрень, а слезть не может. Вот. Мне вот это бы штучку. Да иди ты уже. Чё там, сколько этих вертолетиков-то еще должно быть? А, патроны кончились. Ну давай, с Макарыча тебе. Чё? Блин, вы задолбались. Игра прям любит подушить количеством, но не качеством врагов. Но я обязан курице этой в очко выстрелить. Ну почему же она клюет ему морду? Бронированная курица? И он испарился. Пиздос. Ай, блядь. Она просто дематериализовалась. Так. Надо не к ящику подходить. А вот эту сволочь надо сначала замочить. Вот так. За мной идут, да? Кто? Музычка-то не закончилась, значит кто-то еще есть. Подходи. Пиздец развели, блядь. Согласен. Полностью с вами солидарен, коллега.
Ради одного маленького вертолетика музяку такую устроили, как будто сейчас такое месиво начнется, просто жесть какая-то. Нет, все в порядке. Так, прежде чем. Что мы здесь можем увидеть? Вон там камера. Пока она не того самого, давай-ка мы ее снимем. Чик. Чик. Будем надеяться, что она долетает. И раз, два. Не долетает. Все вентили по часовой, наверное, какие вентили? Какой промежуток времени я должен был это сделать? В прошлой комнате или какой? Ты о чем? Угу. Понятно. Вот эти вентили. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте. Я, говорит, Валентин какой-то Я? Григорьевич. Компьютер принял вас за начальника лаборатории. Вам пора принять таблетку антигистамина. Воспроизвожу фрагмент с автоматического самописца вашей последней рабочей сессии. Сейчас еще туда заглянуть, что это за камера такая. Чтоб потом сюрпризов не было. Тут, короче, 2 куры, 2 свиньи и 4 коровы. Но это можно крутить. Надеюсь, я ничего не перепутал. По часовой или против, я пока это не регулирую. Пока это он делает сам. Вентиль установлен. Ну-ка проверим. Он будет? Нет. А нет, все равно оно фиксируется. Угу. Один раз подошел, крутит в одну сторону, второй раз в другую. Понял, принял. А Вовка застрял. Бедняжка. Так, кстати, он все равно меня достает. О, я текстуры. За текстуре я попал. Вовка мне настолько сильно пизданул в рыло, что я аж в текстуре попал. Какой, а? Так. В общем, это шорткат. Ведь так, я ж тут был. Или нет? Кассетники. Чего? В зависимости от кассеты кассетник дает оружию, на котором установлен элементальный урон. Ясно, дебафы, короче. Подожди. В общем, тут вентиля не нужно крутить. Вот это шорткат, наверное, все-таки. Да. Вот по этим штукам знаю. И вот здесь камера висела. Сюда меня не пустят. Значит, все, пошли тогда вот только в одну сторону. Больше некуда. Только сюда. Сейчас мы пальцами пощелкаем. Пум-пум. Здрасте. Да ладно. И чё они меня по кругу-то водят, я не пойму. Значит, все-таки получается к этим вентилям надо идти. Или дальше? А, нет, дальше никак. Вот она горит прям. Вот. Надо, чтобы все загорелись. Пошли курейку покрутим. Штурвал крутится, куры мутятся. Ага, я его выключил. Покрутил. Должно заработать. Покрутил. Вот. Значит, вот этих давай крутить. Дважды причем. Хотя надо... Нет, лучше сверяться. Каждый раз. Допустим так. Нет. Угу. Осталось 3 коровы, 2 свиньи. 33 коровы,
Три корова. Не все вентиля вправо. Видишь, я один раз повернул. А какие-то уже были включены. Тут же ты не шаришь, какой конкретно вентиль за что отвечает. Так что не надо мне тут ля-ля. А вот это дважды скорее, да? Проверяем. И раз, два, один раз. Угу. А какой крутил? А вот этот крутил. А я думаю, что прям смотрю, куда он что повернулся. Все вправо. Так, 2 свиньи осталось. Вот здесь только одна свинья. Остальных в других комнатах, что ли, искать? Подожди. Еще одна корова. Раз, два, 3, 4. 4, все верно. Вот как, у какой я не крутил? Вот у этой не крутил. Проверяем. Раз. Нет. Кажется, она погадила немножко. Блять, у какой я крутил? Я уже запутался. Вот. Еще 2 свиньи осталось. Вот у этой не крутил. Да. Да ладно, и у этой тоже, что ли, не крутил? У нас сегодня свиное смузи. Это стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей пулемета. И куда оно все утекло? Вальгоцех. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Ну подумаешь, мясосуп. Вот это громада. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось. Здесь выводятся растения для колонизации Луны и планет Солнечной системы, по-моему, Марса и Венеры. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Нам нужно в рубку управления. По-моему, живет Пабло Эскобара. Че, наверх, да, надо? Ну ладно. Пока не будем вглубь заходить, все равно туда надо идти, по-любому. Заставят. Черт. А? Одни Порнушница. трупы. На стене имеется лазерное реле активации питания. Разберем. Это что? Привыкать. Колба. Что-то маловато в этой колбе. Ну, подожди, может быть, она мне что-то интересное Майор, скажет. оружие или способности? Ну, давай попробуем. Сколько я полимеров этих собирал? 42. Персонаж. Это что у нас? Последовательная модернизация костюма укрепляет ваше здоровье, повышая его максимальное значение. Да давай возьмем, чё ж нет? А то я что-то вообще про эту фишку не подумал, не стал Выберите качать даже ни разу. желаемое действие. Боеприпасы пока, чё мне еще? Пунь. Вот так. Трунь. Пунь и трунь. 12 патронов. Бля. А я накосячил, кстати. Я там не забрал сделанный в Выберите автомате. желаемое действие. Вот я думаю, что-то у меня патронов не так уж и много. Они мне их сделали. Подожди, а почему автомат не выдает? Что-то я не понял. Ладно, за теми патронами-то я уж не пойду. Потому что я уже хер их найду просто. Я не знаю, где это искать. Ладно, разберемся. Вовчиков тут хватает, так что патронов наделаем. И никто не нападает. Они полезут по-любому со всех сторон. Главное к стеночке прижаться, чтобы мне сзади не напали.
На склад. Подожди, а где этот склад? Он там прямо у этой сучки находится? Или он у меня этот склад есть? Потому что в прошлый раз я тоже правой кнопкой мыши там... Ну, правой кнопкой это сделать. Выберите желаемое действие. Ну-ка смотрим. Склад, да, разбор. Это то, что у меня на складе. Это то, что с собой. Ну, давай мы, наверное, что-то поменяем. Это что такое вообще? Ты чьих будешь? Вот эту штучку давай переместим. Вот эту заберем. И вот эту вот тоже мы переместим. А вот эту заберем. Чем больше патронов, тем лучше. Вот это тоже убираем. Вот эту забираем. Все, балдеж. Все патроны сделаны. Короче, у меня с собой теперь. Проверяем. Соточка. Ништяк. Теперь хоть обстреляйся этих вовчиков. А, мне нужно сначала эту петушку запустить. Кстати, давай-ка мы на складе, мы сейчас еще этот Доступ Макар разрешен. выложим. Вот я о чем. Потому что на него пока патронов немного. А он только у меня занимает место. Когда их будет много, тогда можно будет Макара достать. Такой, Валера, настало твое время. Вот, а пока мы вот так сейчас сделаем просто. О. Нормально? Я думаю, вообще шикарно. 150 патронов. Я опять оттуда ушел. Надо же там эти крутить, всякие головоломочки эти. Полоумные. Так, давай. F, да. Все выдвигаются. Аспиранты затеяли занятную забаву. На секционных грядках играют в крестики-нолики. Один садит кукурузу, второй томаты. По очереди. Еще и, что называется, вслепую. Я сначала хотел их отругать, а потом думаю, приличный вид досуг. Самые настоящие шахматы, новаторские. Это надо, наверное. Что скажете, может, откроем клуб И вот это аграрных сюда. игр? А теперь вот это меняем местами. И еще раз. Начинается обеденный перерыв для сотрудников с низким социальным рейтингом. Просьба штатному персоналу не покидать. Ничего не поменялось. Походу это в середину надо пихать. Вот это сюда. It's alive. Все, больше ничего нажимать не надо. Ладно, пошли. Подожди. Может, какую-то волшебную кнопку надо. Вот эту, допустим. Заработало. О. Как наполнить колбу? Колба наполняется криополимером автоматически. Нужно дождаться окончания процесса. Теперь, короче Как-то говорят, надо слишком дождаться. просто. Нужно дождаться, пока у тебя вот происходит А жесть. вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Конечно, не получится. Сейчас на меня все вот тут потихонечку нападают. Сука! Да Еще? что же с ними не так? Что я должен сделать? Колба наполняется только при поддержании цеха оптимально низкой температуры. Нагнетание холодного воздуха обеспечивают вентиляторы. Они не должны отключаться. Не позволяйте побегам взлетать и врезаться в обращающиеся лопасти. Так ты сразу и сказал, блин. Черт! Вентилятор вырубило. Попробуйте перезапустить его шагом. Ну, какой бешеный, а? Эй, в смысле? Какая-то очень странная регистрация попаданий у этих ребят.
Можно опять на электрическую пукалку переходить. Походу это все. Да, может, последний из магикан остался. Парочку штук, может. Давай, наверное, прогуляемся сначала. О, гуляет. Давай, подходи по одному. Блять, опять ушатывает с двух ног. Следующий. Главное вот этих роботов не трогать, а то они это того самого толкача. Ну давай. Первый. Ну. Второй. Следующий. Откат долгий. Перезапустите систему вентилирования. Сейчас, подожди, запустим. Тут вообще в целом бы неплохо пройтись еще по всей этой лужайке. Потому что я наверняка тут много чего не подобрал. Побегов еще до хрена, кстати. Правда, скорее всего, не все уже активные. Ну, типа, им вселяться не в кого. Кто мог, уже встал. По крайней мере, я так думаю. Это они так, да, выглядят? Вот уж не думал. А давай их с пуколки. О. Так, подешевле будет. Чувак, я ж тебя не трогал. Вот, иди своей дорогой. Сталкер. Его же можно. Во. Я ему хоботок оторвал и жужжалку. Жесть какая. Буду постоянно засирать все вентиляторы. Я понял тогда схему. Чего они от меня хотят. Там у кого-то поезд отправляется. О. Я в этой части, кстати, вообще даже не был. Не подходил. В отделе социального контроля. Где он? Угу, вижу. Жалко, с этих побегов ничего собрать нельзя. Не сосутся они. Ой, там один летает. А куда он? В потолок улетел? Вот он. Готов. Голубчик. Все вроде. Проверяем. Нормально. Пик. Ну, кстати, неплохое задание такое, знаешь, как бы на сообразительность. Сначала же начнешь вот это вот бодаться там с ними. Куча времени, ну без подсказок я имею в виду. Куча времени на это потратишь. А оно, видишь, как все просто решается. Не, слушай, по-моему, что-то можно вытянуть. Но далеко не с каждого. Какие-то подсвечены, какие-то нет.
Подожди, они ж только что не светились. Ни хера не пойму. То светятся, то нет. Не, ну конечно такое себе. Тут рентген сделан. Вот хер поймешь, где она. Вот рядом или через 2 этих. Или через 3. По идее, вот она. Но она не светится. Это странно. Да, я понял, что можно включать. Так-то все зачищено. Я просто думал вот эти вот синие штуки пособирать. Потому что с какого-то вытянулись эти какого. Вытянулись полезные компоненты. Скажем так. А потом вжух и все, и с остальных не вытягивается. Потому что рентген убогий. В жопу, короче. Давай запускаем. Ну и получается, что, на все про все я потратил с дробаша 20 патронов. Давай. Пли. И опять летает. Непорядок. Они, видимо, обязаны, да, летать? Ладно. Это, видимо, сюжетно необходимо. Хотя побеги все завалены. Ну и хер бы с ним. Полетаем. Ой-ой-ой. Постреляем. Ай, меня в жопу ужалила какая-то падла. И главное это что? То, что я никаких ресурсов, патронов не трачу. Понимаешь? Понимаешь? Все на откате. Если уж какой-то замес лютый, я использую дробовик. Вот и все. А тут ближний бой, как бы, совсем пока что ни к чему. Это себе дороже. Можно, конечно, вот схватить дубину и пойти их кромсать, как бы, всех. Но каждый вот так вот тебя грызанет, ты потом на хилы потратишь больше. Главное, робота не попасть. А то он даст просраться. Секунду, сейчас прочитаю сообщение. Я тут весь это. Во внимании. Да быть такого не может. Ты всех Дождались, мачете? наконец. Ну это же ближний бой, зачем? Они, конечно, тебе навязывают его. Но нахрена, если можно не подходить к врагу? Ты что, за мага никогда не играл? О, видишь, стал один товарищ. Вот, теперь у меня закончились патроны. Погнали рубить этих физиков. Бам. Теперь начинается серия с Сэм. Возьми себе курицу, гриль какой-нибудь. Иди к папе. Вон, видишь, как я его телекинезом просто из него душу все вытащил, как Шансунг на. А вот это вот плохо дело. Заяц? Я как-то задел робота. Двоим досталось, надо же. Спокойно, мистер. Вот тот самый живучий, короче, среди всех тут. Дайте ему хоть поживиться чем-нибудь. Чего с него? Ну, нормально так нападало всякой хрени. Тан-тан-тан. Тан-тан. На Вагнера, кстати, похоже. Там, наверное, уже колба полная, да? По-любому. Ну, можно отсюда даже увидеть, полная она или нет.
Все, забираем. Да ладно. Валим Здесь отсюда. оказался. Подожди. В смысле, где пистолет мой? О. Что вдруг нападет на меня вероломно? Тоже моя. Кстати, можно в автомат вернуться, забрать там что-нибудь. Ну ладно. Пока я не нуждаюсь. Сюда пришел. Мне прям показывает то, что надо вернуться назад. Дверь открылась. Ну все тогда. Майор, Тут уже к гадалке не ходи, надо туда идти. Давай боеприпасы. Пунь. Вот на левую кнопку. Я не знаю, что, Вася, у тебя была за версия, ну, предрелизная, да? На левую кнопку ничего нету. Вот я нажимаю, ни хера, есть создать. Он тебе только на правую кнопку мышки создает. Вот так он создает. Но, видимо, дело в том, что когда у тебя полный, полные карманы патронов, то он тебя запихивает их автоматически на склад. Видимо, пофиксили это все дело. С момента выхода игры Atomic Heart сделала больше для популяризации коммунизма, чем Зюганов за 30 лет. Не исключено. Как Ну, меня радуют эти как ваши бы сраные колбы. Любите вокруг- же вы их везде вставлять. Вокруг игры как бы Это много дань традиции. всяких разговоров. Искренне рекомендую вам пересмотреть традиции. Я уже задолбался на каждом углу колбы искать. Это петушку дали. Сохранение данных. Подожди. Вот теперь. Вот у меня лишние есть штуки. Тебе здесь нравится, милый? Я нахожу Кладоразбор. это депрессивным. Мне кажется, начинаю А что, потихоньку где-то здесь есть ориентироваться в место, игре. исполненное позитива? Конечно, милый. Сколько у меня хилов. Везде, где есть похотливые слезинки, Причем на норме. которых можно призабавно подвесить. Да ты больная. На всю Даже твою электронную подозрительно. башку, ей-богу. Всё, Милый, правая кнопка. больные на всю По башку правой это части местные картинки мутанты, на через склад. По которых левой проросли картинке побеги. выдает или на... А вот у Я кого что-то не действительно с понял. головой не в порядке. То есть здесь тебе не нравится из-за того, что вокруг было слишком мало людей? К сожалению, их Давай теперь еще раз везде персонажа мало. качнем. Я Что это скучаю. такое? Ты моя отдушина, милый. Входи в меня Скорость чаще. бега. Просто охренеть. Добрый лог. Емкость кассетника. Что значит кассетники? Ладно, давай вот это качнем. Пойдет. Следующую парочку надо будет уже качать что-нибудь на перекинется. Чтоб так плюс-минус равномерно было. Я сейчас как волк, ну погоди просто. А вот и Вовчики поспели. Все. Сейчас бы вышел, и они бы все троем на меня напали. Пинать бы меня в живот начали. Что это такое? Что такая дырка подозрительная? Никак. А вот этот Володька откуда знал то, что я тут? Эх ты, Вова. Хер ты угадал, Володя. До свидания. Да быть такого не может. Дождались Чего не может? наконец. Чего мы дождались-то? Мне аж очень интересно, я хочу прям заглянуть туда. Что он имел в виду? Вот Володька. Я прямо в затылок лысый долбанул.
Что происходит? Что там? Я пока уворачивался, в ящиках запутался. Где ты, Вовка? Вот, еще вот этого я не лутал. Так, на всех патронов не хватит. Кого берем? Право, левый. Давай право. Понятно. Как раз они только начали пересекаться друг с другом, я решил им обоим выстрелить в ухо. Владимир, до свидания. Владимир, до свидания. Угу. Мне надо туда по сюжету идти, но подожди, мне же интересно, что тут находится. Убей его. Кого его? Ну-ка давай, кого убьем? Походу никого. Ну и ладно. Вовка. А, это этот. Это черный Вовка. Он как черный дембель твой, ебать. Опасный. Вовка ниндзя. Все. Что-то он как-то быстро утух. Первый раз, когда я с ним бодался, что-то он как-то злой был вообще. Сейчас такое себе. Ну, как бы ему в жопу напинать, нихер делать вообще. Ладно. И так сойдет. Подождите. Я Стойте, всегда подождите. слышу то же, что и вы, майор. Стойте, подождите, что стойте, скажешь? стойте, подождите. Ебучие Стоп. пироги. Да тихо ты, это и так понятно. Что-то там вообще недоброе впереди. Да, но колбу с пестицидным полимером все равно нужно как-то достать. Сейчас достанем, не ссы, подожди. Стойте, подождите. А вот это что за проход тогда? А это случайно не срезка? Уж очень знакомый коридорчик-то нет, слушай. Или да. Я тут был, короче, когда все закрыто было. Вот этот шорткат, который... Ну все, я понял, где я нахожусь. Погнали. Всем сотрудникам, получившим повестки с кодом СИН-25-22, надлежит пройти регулярное еженедельное собеседование в отделе... Как раз я пока бегаю, туплю, у меня откатывается пистолет, все нормально. Так задумано по сценарию. Сейчас сразу же кто-нибудь в рыло мне треснет, нет? Блять! Почти. Ты охуел, друг? Это шутки такие, что ли? Тихо. Ты можешь разбудить его в любую минуту. Кого его? Через 2 часа, когда уровень пестицидов опустится до критической отметки, тварь проснется, слышишь? Мне нужна колба с пестицидным полимером. Колба прямо там, внутри. Нужно, чтобы ты нашел полимерный контейнер. И тогда мы нахрен взорвем эту тварь. И тогда ты заберешь то, что тебе нужно. Да, это злой борщевик. Где мои, блядь, пестициды? Хоть по-твоему. А колба уцелеет? Блять, насос. Ёбаный Борщевик насос. необходимо постоянно опрыскивать. О, давай, Хватит, качай, место я скоро посмотрю. закончится. Нужно, чтобы ты нашел контейнер. Короче, Скорее. борщевик теперь это... Борщевик охуел. Он теперь работает, люди работают теперь на него. Желтый такой бидон. Быстрее, нужно взорвать его. Найди желтый бидон, иначе нам не жить. А я вот специально торопиться не буду, пусть стоит, качает. Желтый бидон. Ну и где искать? Полимерный Подожди, контейнер. сначала надо... Они всегда желтые. Сначала надо Найти его сохранить. не должно быть трудно. Потом бидоны и там и все остальное. О, да-да-да, он порвал ему, кстати, штанину, и потом было плохо. С этого все и начинается. Та-та-та-ра-та-та.
А это лифт или что? Давай же макнем. Чик. Что-то где-то открылось. По-любому это гадость какая-то. Помните такую рекламу, типа, когда дед там, вы, говорит, это, видели когда-нибудь, чтобы я свои яблочки гадостью какой-нибудь поливал? По-моему, она где-то в 90-х была эта реклама. Угу. Да той просто у меня выстрел не доставал. Прям аккуратно эту комнатку зачистим. Потом дальше пойдем. Охренеть, здоровенная тварь. На кой черт она была вообще нужна? Это неожиданный результат дерзкого научного эксперимента. Экспериментаторы, блядь. Согласен, экспериментаторы. Да качай ты, заткнись нахер, видишь, я делом занимаюсь. Найди желтый бидон, иначе нам не жить. Ща там он угомонится. Вот мне не нравится больше то, что он меня отвлекает постоянно. Вот поторапливает, быстрее, мне так тяжело качать. Пошел нахер, качай. Он сам этого борщевика вырастил себе, блядь, на этот. На погибель. Пусть качает теперь, ёпта. Здрасте. Ты не жилец, блядина! Стрекозы, они опасны? Здесь не дадут их, ну не буду заставлять мне их на рыбалку ловить. Там же потом открытый мир начнется. Диспансеризация. Чик. Он реально все в звезду свою собирает, она какая-то бездонная просто. Так, следующий. Следующая комната. 1 штука. Давай, короче говоря, сейчас мы тут пропылесосим, может, до конца. А что это мы тут без ресурсов-то будем делать? Сколько колб я поставил? 2 или 3? Ну, типа, как долго мне еще этим заданием заниматься? Это все? Теперь будем по платформам прыгать. Это и есть желтый бидон? Да, блядь, да, да. Серьезно? Бидон должен быть где-то рядом. Да нет, тут рядом ни хрена. Надо целиком цистерну вести. Этой гигантской твари как раз хватит. Поддерживаю. Я же говорю, какой-то в жопу бидон, это цистерна. У нас таких молоко возят. Помню, к нам панки какие-то приезжали. Группа «Запасной выход» называлась. Они врали нам напропалую, что приехали к нам в цистерне из-под молока. Кто бы их, блядь, туда пустил, мне кажется. Ну, воняло от них знатно. Они нам всю каморку провоняли тогда, помню. Вот. Киптон Мартена. Раствор полимерный. Круто. Сдвиньте тягач. Чем? Кстати, тут брать-то нечего. Только наверху, да, что-то осталось. Только я что-то не вижу, как туда попасть нормально. О. Эту петушку тоже обязательно надо завалить. То есть они управляются только с помощью пульта, да? А я думал, типа, телекинезом их как-то, знаешь, как в Dead Space там двигать надо.
Тогда нужно найти для начала, где залезть. Вот, допустим, давай тут попробуем. Так. Опа, Степа. Чик. Уровень пестицидов понижен до 10%. Теперь ее надо Раз, повернуть. Это хреново, да? Как только опыление борщевика прекратится, он проснется. И размажет тут все нафиг, включая нас. И я в восторге, блядь. Правильно, блядь. Его же надо как-то повернуть, правильно? Дальше поезд не идет. Теперь ее надо развернуть. Вот как у нас вот эти крутятся вагончики. Вагончик тронется, перрон останется. Кстати, они могли бы... А это еще зачем? Типа таким макаром я смогу перемещаться между вот этими вот, да? Двигая платформы тудом-сюдом. Да. Такое себе. Да, мне хватит. Ну, как бы, хватило. Угу. Кем бы она взорвалась еще? Теперь здесь. Где ее тут покрутить? Сначала надо подумать еще, как сюда залезть вообще. Вот это вот будет финальный, я так полагаю, чтобы ее туда утащить. Головоломочка. Не добраться. Это вот этот пульт, я подзапутался маленько. Вот сюда, да? Ладно. Плохо, что ты не можешь двигать платформу, находясь на ней. Плохо видно, вот, блин. Тут нормально не встать. Говно мешается. Хватит мне допрыгнуть, надеюсь. Ну так, чисто на перспективу. Попробую. Оп, 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 оп. Главное, зубами не долбанулся об эту хрень. Так, теперь крутим. Потом вперед. Уровень пестицидов понижен до 8%. Твою мать. Так это все-таки задание на время? Очень интересно. Ну ладно, если я не успею, так не успею. Хрен бы с ним. Я думал, вот эта платформа за эту хрень отвечает, а оказывается нет. Вперед же она не едет? Нет. Это только так ее крутит. Но там я не долечу по-любому. Вот. Это единственная платформа, которую я могу подвинуть. Иди-ка сюда, красотка. Это все? Ладно, давай посмотрим, что мы с этого имеем. Может быть, кстати.
Каким-то образом. А, так вот, я сюда должен выпрыгнуть. Понял, принял. Давай тогда дело собираем. Чик. Готов. А он подвинет его, да? Уровень пестицидов понижен до 6%. Нам надо ускориться. Ебучие пироги, стараюсь. Ебучие пироги. Я не пойму, она живая, не? Да. Завалил. Так, теперь надо же ее как-то сюда перетянуть. Кто рычит? Кстати, вон тут срезочка. Туда мы потом сходим. И комната отдыха. Так что можно даже свой прогресс сохранить. Потом, ладно. Пошли доделаем. На прицеп этот прыгай с него на платформу. Я что-то не вижу, откуда тут можно запрыгнуть. Вот так вот ты имеешь в виду? Да. Получилось. Что мы отсюда, какие выходы имеем? Понятно. Это выход, походу, в центральный зал. Давай тогда разворачиваем эту штуку. Потом двигаем ее вперед. Потом мне вон туда надо. А куда она будет крутиться? Ага, давай, ну, наверное, поближе, наверное, так. Не факт, что я дотянусь, но мне надо вот на ту платформу. Попробуем. Блять. Начинается. Нашли, блядь, Марио тут. Да, блядь. Да ладно, я уже не буду бегать туда-сюда сохраняться. Все равно какой-то есть же тут этот. Как его? Контрольные точки. О, нормуль. Так, теперь крутим ее и двигаем вперед. Уровень пестицидов понижен до 4%. Ситуация критическая. Situation. На. Так, ну мы явно на финишной прямой. Но я раньше что-то там поглядывал, когда это Симонов там, по-моему, дрался с Шиловым, там что-то, ну как дрался, это дракой не назвать, они что-то там как гомики руками помахали.
почему не едем? Может, что-то мешает? Что с кнопками? Ни хера не понял. Че не едем? Ну не может же этот чел ей мешать. А этот пульт что, не работает? Он же... А это же к нему относится. Да. Это странно. Я даже не понимаю, она едет или нет. И чё, и пришел я к этому пульту. Пули толку она не поехала. Как-то ее надо запустить же, чтобы она туда приехала. Куда-то. Я даже не врубаюсь совсем, какая конечная точка. Ну да ладно. Вот она отсюда не сдвигается. Вот в чем забава. Пожмакал я на обе кнопки, не работает. Хоть сам ее, блядь, толкай. Она должна с размаху вот туда вхерачиться, походу. Единственный пульт, который относится вот к этой вот... вот он крутится. Он ее крутит. Но вперед не запускает. И толку никакого. Назад поехала. Вперед поехала. Поворачиваем. И по логике вещей, вот с этой кнопки она должна ее отправить вперед. Но нет. В чем дело? Ну, двигайся. Сила телекинеза. Продолжайте путь поворота. Вот сюда ее надо довести. Так, пульт ухода я тоже понажимал на обе кнопки, не работает. Может быть, какая-то волшебная кат-сцена нужна, я не знаю. Может, типа я должен заглянуть у этого урода, спросить, как дела? Подожди-ка. Нет? Нет эффекта. Значит, так. Понятно. Уровень пестицидов понижен до 2%. Мы все умрем! Хорошая идея. Я тут уже подустал. Сука. Да доедешь ты уже когда-нибудь или нет? Ну да. Подавись своим пестицидом, уебище. Все, перекур. Ох, я бы тут не закурил. Ты нашел контейнер? У меня закончился ПА-400. Если что-то срочно не предпринять, нам крышка. Да нашел, успокойся. Глянь вниз, вон твой бидон. Знаешь, что стоило мне доставить его сюда? Блять, не так. Он от этого не умрет. Его надо было взорвать. Твою мать, и что теперь делать? Ну выстрели ты в него, что ты тупишь? Надо поджечь полимер. Дай сюда сигарету. Разве полимер загорится от сигарет? Ну, клишированная тема, то, что, короче, от окурка зажигается чуть ли не все вообще на свете. Что за хрень вообще? Голливуд. Хватит делать глупые эти какого фильмы. Да. Сдохни, тварь! Сука, вот же живучий тварь! А у него глаза, что ли, есть? Надо бежать, пока не... Ну да, Держись! штук 6.
Блять, сука! Нога! Мужик, ты как? Нормально, повезло. Сука, побеги! Вставай быстрее! Нога застряла! Стреляй, не Их болтай! слишком много, давай быстрее! Пытаюсь, блядь! Если доберутся до нас, там конец! Все лучше, чтобы не добрались. Они все ближе! Вставай, вставай! Пытаюсь, я пытаюсь! Ебать! Нет, нет, помогите! Сними его О, с меня! готов. Мужик, держись! Я иду! Пожрали его. Твою мать! Колба, блядь! Хоть где-то повезло. Челкой. Он мутировал! Да я догадался, блядь! Колба ему по башке треснет, да и все. Да ебучий ты! Да отъебись от меня! Охренеть! Вырастили кустик. Делать вам в своих лабораториях нечего. А где все? Путь к вершинам науки тернист и полон ошибок. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Угу. Как я. Странно. Сцена была в другом месте вообще. Где этот борщевик? Такое ощущение, что меня телепортировали куда-то. Что там? Умения, эксперименты и уникальный опыт. Вы можете сбрасывать навыки, понятно. Как-нибудь потом. Сейчас будет мини-босс? Хорошо. Я же не против. Опять в яркости, кстати, уровень упал. А куда мне? Ра-та-та-та-та-та-та-та. Это где-то в советском фильме каком-то было. Не помню. Вот, кстати, комната сохранения, ты говоришь. Все завалит. Сколько на дробаш патронов? Да, мне хватит. Бля, ну вот. Кстати, вчера, помнишь, мы с тобой смотрели, яркости не было в меню. Вот, яркость появилась. Как это работает, я не знаю. Причем яркость на максималку выкручена. Ощущение, что это оружие, по-моему, на расстоянии лучше бьет, О, чем что вблизи. заводит тебя? Спокойно. Кончилось. Ну да ладно. Страшный ты А мини-босс? С 2 ударов мини-босс выносит. У меня этот цветок этот больше покоцал, чем этот мини-босс. Бля, вот эту падлу точно надо сначала вынести. Я тебе сейчас почки опущу. Тихо, сейчас долбанет. Туда не годи. Шалтай-болтай ходит. В развалочку. Так, ну вроде все. Вот странный, правда, мини-босс. С 2 выстрелов я его завалил. Может быть, фишка в дробовике и его прокачки была? Не знаю.
Так, дабстепчик пошел. Я что, типа не всех убил, что ли? Я, наверное, уже на момент этой музыки должен быть где-то поближе, да? К выходу. Или это еще не мини-босс? Куда она ехала? А давай посмотрим, может быть тут еще кто-то есть? Хотелось бы побольше пострелять как-то. Нет, тут уже ни хрена нет. Ну и ладно. Наверх надо. Колбу несем. Это был мини-босс. Какая досада. Храс, ну не может же быть, чтобы каждый раз они с этой березой так возились. Разумеется. В обычной ситуации этого и не происходит. Береза — это прежде всего символ, хоть и требующий аккуратности и заботы. Раз в 2-3 дня. Да ты заколебешься через день ходить по 4 отделам за колбой. Там же ни на одного работника рассчитана вся эта хрень. Так, я потерялся чуть-чуть. Чуть-чуть. Да ладно, еще 2 колбы. Вы издеваетесь. Да, холодный цех еще. Ненавижу паразитов всех мастей. Хотя бы дерево теперь вздохнет спокойно. Насекомые вредители уничтожены. Береза приходит в норму. Холодный цех теперь. Две колбы? Я что-то не помню. Когда я холодную колбу собирал? Отлично. Оттаивает березка. Не, ну я же не про... Оптимальный температурный режим восстановлен. Всё, выпускайте меня отсюда. А, в вентиляторах это было холодное, да? Мы сделали это, товарищ майор. А я думал, Я что-то про сделал пестициды это. там. Не Ну, примазывайся. не суть. Я оказывал поддержку и помогал морально. И хер с тобой, ладно? Помогал. Живой хоть? Хоть вопрос и не имеет смысла, но спасибо, я в порядке. Мы готовы уходить? Да, конечно. Да, конечно, хули ждать-то? Дело сделано. Хули, ёп. Ворота открыты. Мы можем покинуть комплекс Вавилов. Не прошло и года, блин. Теперь да Надеюсь, здравствует открытый больше мир. я никаких сраных колб не увижу. Мы сейчас увидим кучу, наверное, красных москвичей. Как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах. Подробности его смерти неизвестны никому, кроме академика Сеченова. При загадочных? Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Черт, жаль человека. Ну что же тут загадочно? Некоторых людей озадачивают определенные нюансы этой истории. Какие, например? По странному стечению обстоятельств не сохранилось никаких видеозаписей того печального эксперимента, хотя все подобные процессы тщательно документируются. Ну, бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой и не способен Меня убить замуровали. человека. Вы прекрасно через Я него чувствую себя как в тюрьме. Ну, У меня клаустрофобия. это... Она воздуха Да. хватит. Может, тот полимер был единственным таким экспериментальным образцом. Опасная разновидность. Выпустите Это меня. вполне может быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен? Если Если главное он сам в лифте его не и создал. прыгать, он может Вместе с застрять. академиком Сеченовым. Ну, чертовщина какая-то. Как они долго загружают. Ну, видишь, призы какие идут. То мир прогружается.
Что-то дымно тут у вас. Нам нужно добраться до станции Лесная и сесть на поезд до станции Солнце. Выберите желаемое действие. Ну-ка, давай еще перчаточку бахнем. 107. Телекинез. Угу. Это все закрыто. А, нет, подожди, не закрыто. Попробуем тогда персонажа качнуть. Не знаю, лазерные атаки. Сомневаюсь, что это как-то. Доп рывок. Это что? А, это я уже качал. Емкость кассетника. Элемент недоступен. Ну, не знаю, не видел я эти кассетники. Давай, качнем это. Еще на что-то остается, да? Давай так. И на это хватит. Все. Давай, сохраняемся, короче. И наверх. Сейчас, наверное, начнется самая скучная часть игры. Ну пока еще живенько тут все. Черт, пчелы! Чем это они занимаются? Трупы восстанавливают. Производит ремонт разбитых роботов. Чем больше пчел занимается восстановлением, тем быстрее объекты вернутся в строй. В данный момент пчелы-ремонтники не опасны. Вы можете продолжать движение. То есть спустя 5 часов мне только объяснили, что эти сволочи восстанавливают этих роботов обратно. Стоит подождать. Среди них пчела с камерой. Ей на глаза лучше не попадаться. Если попался, то просто беги. Ретранслятор Гриф, вызову вертолов. Ну, понятно. Видеокамер тут полно. Куда они передают все, что замечают? В настоящий момент информация с камер наблюдения поступает непосредственно на Гриф. Гриф — это воздушный узел управления роботами. Я в курсе. Что сделает Гриф, если я попаду в камеру? Если вас обнаружат, то Гриф объявит тревогу первого уровня, и к точке вашего обнаружения сбегутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и Гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Ну а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация. Ворота заперты через общую систему безопасности. Нужно получить доступ к системе. Единственный вариант добиться этого — как-то подключиться к камерам наблюдения. К сожалению, у меня таких возможностей нет. Для подключения к камерам существует специальное устройство. Камеры наблюдения SDK-2, какие-то. Малан. Система диагностического контроля камер может пригодиться не только для диагностики. Надеюсь, что где-нибудь здесь оно имеется. Согласно Ну, вот сюда, на имеющимся вышку данным, надо. устройство с таким названием есть в данной деревне совершенно точно. Я улавливаю его сигнал. Используйте сканер, чтобы определить его местоположение. Это за мной, да, несутся вот эти Кто два еще из урода. списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность? Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешковой. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный узел, взломанный предателем Петровым, не имеет доступа к моделям типа Терешкова. Ну, хоть кто-то здесь не пытается меня убить. И на том спасибо. Ну так а что делать-то? Как туда попасть По наверх? каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов. Рекомендую передвигаться скрытно. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Ну вот остальные, бля, пока пиздели, остальные прибежали. Ее можно обойти. Твою мать. Сейчас вся кодла тут и соберется. И Киран меня пошатал просто. А где этот падл? Зеленый, где он?
Вот он. Только я его могу заметить только когда он меня атакует. На них до хера ресурсов уходит, конечно. Долго разговаривали. Если бы трепались они поменьше, и я бы уже давно бы от них свалил. Ну, понятно. Они мне не дают ни хера сделать. Найдите валан. Какой валан? Что надо, блядь? Ну, как-то наверх попасть. Стань на площадку и автоматически подними. Ну, пожалуйста, блядь. Начинается дрочево. Это и есть устройство взлома системы Просто безопасности? враги Взломать бесконечно эту идут. систему не так-то просто. Отсутствует доступ к системе безопасности. Необходим код доступа. Куда торопишься, внучок? Бабзина, ты что ли? Не забыл старуху-то? Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик? Этот милый кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарабкался. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше, тогда и гадость всякую будет истреблять сподручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку. А вот это еще для тебя какой чертежик. И валам взломать помогу. Были у меня коды к ним. Записано где там. К тебе в избушку? Угу. Что за баба-яга такая без избушки на курьих ножках? Ну ты даешь, мать. Такое ощущение, что я начал играть в другую игру. Изба твоя стоит. Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда и жди меня там. Скоро буду. Все, к бабке идем. Даже не вижу, правда, смысла вот стоять, что-то с ними заморачиваться, отстреливать их. Нахер оно надо? Тратить патроны просто так. Чтобы что? Чтобы ничего не получить. Я у него тут... И сейчас будет это вниз, да, спускаться? Где бабуля? Понятно. Это беляш. Ну это, наверное, босс, да, уже все-таки? Отпусти, сучёныш! Бабки, летающая избушка. Какая жесть. Фу, давно. Чуть не убил меня металлолом долбаный. Бабка космодесантник. Бабка штурмовик. А вот и я, внучок. Спасибо, бабзин, подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу. Чайку попьем. Ну как же без ковра-то на стене? Чайку себе сам нальешь. Классный Заебись, тип. бабуля Что делает. показывают? Мультики. Господи, присядь да посмотри. И бабку другая же тетка Еще озвучивает. что за... Тихо. Когда мы первый раз бабку видели, ее Внимательнее озвучивала смотри. другая. Внутреннем сбое на предприятии Голос изменился. номер 38, Голос моложе стал. 26. Товарищ Молотов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Устранен или не устранен, информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит? Всем нам. Международный скандал. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Под угрозой наш проект «Атомное сердце». Мой проект. Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать. Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке?
Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда Я очень не рад, повторится. товарищ. Сеченов, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что Я бы хотел себе у такую нас у избушку, всех на интересно, шее что она ест. сужающаяся удавка санкций Запада. Маленьких детей. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро рабочий класс на Западе Сеченов. сбросит с себя ярмо угнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР, запуск нейросети «Коллектив», запуск операции «Атомное сердце». Да о какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест? Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сеченов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии наук, но боюсь, что для меня вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию. Вот это вот вся серьезность картины, когда тебе показывают политиков и ученого, которые там спорят про какие-то серьезные темы. Вот этот вот, то, что он сидит с бабкой, ковер на стене, и у него на руках избушка на курьих ножках, все эту сцену нивелирует, этот абсурд, короче. И поэтому ты к этой сцене серьезно уже не относишься. Серьезно, вот после того, как произошел вот этот взрыв борщевика, да, вот когда ты там вставил последнюю капсулу, такое ощущение, что ты начал играть в другую игру. Как будто режиссер изменился. Последствия вашего сбоя. Либо протрезвел. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сеченов? Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзин. Откуда у тебя эта Это не передача? передача, милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Ну, актриса озвучивает другая точно. Бабульку. Гостиниц забери в углу. Кодами Какой? от Валана, небось, и сам знаешь, как пользоваться. Да, чертежик прихвати. Мой ремшкаф знает, что с ним делать. Пользуйся, не укусит. Не то, что твоя подруга. Да уж, подруга. Спасибо, мать, цены тебе нет. Все важные, короче говоря, эти Доступ разрешен. чертежи тебе и так дадут. Паштет. Но все равно ресурсов недостаточно. Доминатор, что это такое? Но мне на него ничего, не с чего его сделать. Он электрический тоже, кстати. Я так понимаю, что доминатор, он лучше, чем вот эта пушка. Но расходует, наверное, тоже, да? Ладно, больше пока ни на что не хватит. Я решил не обнаруживать себя до тех пор, пока не сделаю точный вывод относительно того, на чьей она стороне. Логично. А что за проект «Атомное сердце», о котором говорил Дмитрий Сергеевич с товарищем Молотовым? Таких данных у меня тоже нет. Этот вопрос лучше Так задать электропулемет, академику он Сеченову. так же Ладно, стреляет, неважно. как и этот, Если потребуется, ну, сейчас сам электричество, скажу. которое есть у меня. Пошли искать дорогу на станцию. Мы, наконец, в системе. Вся местность как на ладони. Ищем нужную камеру. А какую из них? Есть Камера. контакт с камерой. И чё? Храс, ты получаешь телеметрию? Я уже в системе. Это серьезно, это какая-то другая игра стала. Ну и чего надо сделать-то?
Чего они хотят, я не пойму. Блять, какая-то дичь вообще. Около дома, самая нижняя на карте. Вот эту надо, да? Что надо этим сделать? Какая камера у ворот? Максимально неинформативная карта. Вот это может. Подожди, нужно таким макаром открыть ворота, вот. Вот и ворота. Открываем. Что за бред вообще? И чего? Я их открыл? Хранение идет. Да, и задание поменялось, хотя визуально вообще ничего не изменилось. Они даже не двинулись просто, эти ворота. Походу я иду только по сюжету, без всяких вот зачисток, побочных вот этих миссий. Это неинтересно. Уже неинтересно. Я в открытом мире нахожусь... Сколько? Минут 20? Ну и чё, блядь? Ну чё, по земле проползти или как? Понятно. Хоть как-то. Чтобы мини-карту, правда, дали. Так, до свидания сразу же. А, вот, кстати, машина. Сейчас, просто ходу. Очень мини-карты, правда, не хватает. Либо мы привыкли, конечно, к этому, но теперь поймешь, куда ехать. Вот есть один навигатор, да, как бы есть одна фарватер, скажем так, точка, куда ехать. Но среди этой каши, как бы, хер поймешь. Только что же недавно 300 метров было. Уже 20 с чем-то. То 10 метров, то 205 опять. Ладно, все равно машина бы взорвалась. Я, пожалуй, пешком быстрее доберусь. Пока ширялся, чуть не подох. Да. Машина чисто на 2 раза врезаться. Все. А нет. Почти.
Вот так, похер вообще. Я уже думал, в текстуры попал. Вот это как? Что это за хрень? То 13 метров тебе показывают, то тебе показывают 200 с чем-то. Карта. И что? Что должна мне дать эта полоса? Что это значит вообще все? Ну, как бы вот эта дорога, да, я понимаю. Вот это какая-то хрень, короче. Вот это что? Типа закрытый маршрут? Почему только что мне показывали 13 метров, потом хлоп, опять 147? Да. А здесь я бы уже, наверное, вряд ли на машине бы проехал. Хочется обратно вот в эти коридоры и так далее. Какие-нибудь шарики погонять, это было веселее. А вот и станция. И поезд на месте. Осталось только сесть и уехать. Искренне надеюсь, что никаких препятствий к этому не имеется. Не каркай, а то окажется, что на дверях поезда стоит замок с гребаными колбами. Кругом трупы. Миронов поет. Роботы застали людей врасплох. Наверх. Никто не ожидал агрессии от мирных роботов. Да уж, я сам бы не ожидал. Роботы подняли страну из пропасти, в которую нас загнала коричневая чума. За 10 лет люди привыкли, что гражданский робот — это надежный помощник. Все это очень печально. Короче, наверное, ну, интересно, может быть, если очень ты много денег заплатил за эту игру, интересно будет, ну, чисто из принципа побегать, вот эти вот все там, эти зоны подзачищать, которых там 12, по-моему, да, штук. Но открытый мир вообще ни о чем. Он не интересен. Давай, наверное, перекур, сейчас я подойду.
Давай, дотирай нам за сюжет. Добрый день, товарищ. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь». Гордости транспортной системы предприятия 3826. Угу. Мне нужно срочно попасть на ВДНХ. С удовольствием, товарищ. В данный момент загруженность транспортной линии составляет 0%. Вы можете отправляться немедленно. Отлично, поехали. Если у вас есть билет на поезд. Какой нахрен билет? Ты дурак? Кругом трупы, на предприятии введен экстренный протокол. Запускай состав немедленно. Товарищ, согласно советским законам, безбилетный проезд возможен только для инвалидов и беременных женщин. Я не фиксирую у вас признаков беременности. Предъявите справку от гинеколога. Сука, я у тебя сейчас признаки беременности зафиксирую. В случае наличия у вас умственной инвалидности предъявите справку из психоневрологического диспансера. Ну все, пиздец тебе. Товарищ майор, обращаю ваше внимание, что данный Ратик не является автономным роботом. Он и есть скорый поезд «Вихрь». Его уничтожение выведет поезд из строя. Ладно, сюда, слушай, обморок. Где мне взять твой сраный билет? Вы можете купить билет в ближайшей кассе. Пассажирам с детьми доступны льготные тарифы. Какая нахрен касса? Все убиты. Кассы не работают, билетов нет. Товарищ, согласно советским законам, безбилетный проезд возможен только для инвалидов и беременных женщин. Все, сука, заткнись. А то точно придется до ВДНХ пешком по шпалам идти. Либо сразу об этом сказать. Ладно, отойду пока. Найдите билет на поезд. Ну и что мне теперь? Каждый труп обыскивать? Предлагаю сначала поговорить с убитыми, прошедшими полимеризацию. Да не в восторге я от таких бесед. Без этих уродов. Ощущение, что я в каком-то детском лагере, я не знаю. Блять, они везде эти овчики. Давай, наверное, раз уж я сюда пришел, как-то попытаемся полутаться, что ли. Угу. Как сюда попасть? Да ладно, не пройти, что ли? А показывали, кстати, меньше объектов гораздо. Что за комнатка? Понятно. Как туда попасть? Ну, определенно нет. Может присесть? Нет. Но эта хрень определенно в этом доме.
Давай попробуем как-нибудь с другой стороны заползти сюда. Угу. Понятно. Товарищ, а не уступите билет на поезд? Очень надо. Вы живой? Скорее бегите. Покиньте территорию Я предприятия. Гарин. Не могу. Мне все это разгребать предстоит. Мы с коллегами тоже так думали, когда тревогу объявили. Теперь вот прячемся кто где, вместо того, чтобы роботов чинить. Извините, товарищ, но вам уже можно не прятаться. Вы хотите сказать, что меня убили? Я так и знал. Вот как? Откуда же? Потому что уже несколько раз наступала ночь, а я все еще прячусь на одном и том же месте. Не могу вспомнить, что было до объявления тревоги. То есть ваш билет тоже просрочен? У меня проездной на месяц. Месяц уже истек. Задолбал. Да, забирай. Не подходите к Наконец-то. Радику. Это опасно. Ну, пока он все диалоги свои выскажет. То, что он тут долго лежит и все такое. Интересно, я всех вовчиков в округе собрал. Какие-то дома открыты, какие-то закрыты. Но неплохо было бы тут бег сделать. Он бы тут явно не помешал. Добрый Все, день, довольно держи билет, бла-бла-бла. Этот билет подойдет? Теперь ты поедешь, кровопийца? Товарищ, почему вы сразу не сообщили о наличии того? Может быть, Все, поехали. воистину, свершилось чудо науки. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... То есть он бы со мной еще минут 20 сейчас разговаривал. Ни о чем просто. Крас, я все никак не пойму, почему Я вообще лучше. возникли сомнения в том, как умер профессор Захаров. Мы уже говорили на эту тему. В той печальной истории слишком много Кстати, раз уж он общается с я этим, хочу как его, разобраться. У с меня, кроме перчаткой, Сеченова, другой он бы родни мог нет. ее Для хотя меня бы это держать важно. перед собой, что ли. товарищ майор. В чем именно вы хотели бы разобраться? Да, такое ощущение, что он Могу сам с собой представить, разговаривает. чтоб Сеченов убил своего лучшего друга. Бред какой-то. Зачем ему это? Незачем, разумеется. Если, конечно, Захаров не пошел против него, как другие соратники. Например, доктор Филатова. Филатова пошла за Петровым. Она влюбленная женщина. Чувства затмили ей разум. Так, блядь, это что еще за хуйня? Это, наверное, по мою душу. Ёбаные пироги, что за... Держитесь! Да неужели, блядь? Станция Солнечная. Следующая станция... Что это кто еще такой? Ну иди сюда, мужик. Мужик, Что, иди русской сюда. земля к себе тянет? Вставай давай, в укрытие. Докладывай, что Сеченов говорит. Значит так. Спокойно. Значит так. Товарищ Молотов сейчас едет прямо сюда на ВДНХ. Пригнись ты. Товарищ Сеченов хочет, чтобы вы прямо сейчас направились туда же и включили учебную тревогу, ясно? Ты еще нахрена? Ладно, допустим. Что-то еще? Да. Товарищ Сеченов просит передать вам это устройство. Полезно, спасибо. Агент Петри, вы же солдат. Вы должны прикрывать меня.
Ты чё удумал, эй? Вот и прикрывайте! А? Стой! Ты куда? Серьезно, в траве сидел кузнечик. Auf Wiedersehen! Это какой-то новый вид Вовчика, кстати. Куда он делся? А, он там застрял. Не, ну по логике вещей, если он прикрывается, можно ему по ногам мочить. Нет? Тогда делаем проще. А тут красиво. Вот и вся Прям любовь. как в Москве. И даже лучше. Полигон, Более понятно. футуристично и более масштабно. Моя идея. Твоя что? Лингвистическая ошибка. Это моя любимая идея архитектора. А можно вон там взять. А, Да, понятно. тут... До свидания. Все, приятель, я ушел. Доберитесь до выставки. Какая выставка? А, вон туда. Короче, в центр. Вон там будет первый босс. Я поэтому по арене узнаю. О, опять эта блудница. Авторизация. Майор Т. Полимеры давай. Сколько у меня их? 72. Телекинез жалко, нельзя пока прокачать. Ладно, будем качать, что есть, что открыто. Встроенный в костюм медицинский блок эффективнее генерирует ваше здоровье. Вот это хорошо. Как раз мне на это хватает. Теперь давай скрафтим боеприпасов. $14. Нормально. Отправлено на склад. Вот это давай мы уберем. Вот это мы уберем. И вот это уберем. Вроде все. Давай хилку одну забираем. Пойдет. Побольше бы патронов. Ну, в смысле, в этот. В обойму. Ладно. Кругом эти вовчики. Сейчас пока до босса доберусь, наверное, опухну. Ну, и тут Владимир Ильич. Прямо как на ВДНХ в Москве. Только этот Он везде такой. Протянутой рукой. Как всегда. Храс, открывай. К сожалению... У меня нет функции отпирания дверей. Понятно, можешь не продолжать. Будем искать способ. Какой из них? Вы привлекли слишком много внимания, майор. Скоро здесь будет жарко. Да похер вообще. Я сохранился. Я вот не знаю, даже нужно ли мне в этот домик.
куда-то зашел, а хрен его знает, нужен он туда или нет. Так, чтобы, короче говоря, нам зайти в эти ворота. Заперто. Окей. Как всегда. Храс, открывай. К сожалению, у меня нет функции отпирания дверей. Понятно, можешь не продолжать. Будем искать способ. Чтобы попасть к боссу, нам нужно открыть. Найдите способ попасть в парк высадки. Нужно чего-то где-то активировать. Тут везде куча врагов, с которыми драться бесполезно. Ты просто к боссу придешь голым. А сейчас эта штука почему-то не отмечается. Это странно. На секунду не остановиться вообще. Давай так сделаем. это кабина с терминалом грифа. Но в момент активации экстренного протокола система безопасности заблокировала двери кабины, чтобы исключить несанкционированный доступ. Вот пинка бы этой падли. Ну давай вот так сделаем. Нормально. А, ну там еще и Вовчик, который на меня тут огрелся. Так что, мы будем открываться-то или нет? Опустите гриф через терминал ретранслятора. Какой гриф? Блять, он что-то за всех телепортирует. Пизда. И просто всех врагов, которых ты мочил, они заново поднимаются. Что за бред вообще? То есть ты просто впустую тратишь патроны, чтобы потом без них оставаться. А эти враги, они просто бесконечны. О, валанчик. Отлично. В этом, мать его, даже логики никакой нет. Вот просто вся толпа. Раз, два, три, 4, 5. Они там всех подняли, короче. Так, что тут у нас? Вы собираетесь отключить гриф? Но гриф не отвечает за открытие дверей ВДНХ. Мне нужна любая зацепка. Начну с грифа. Какую-то камеру нужно активировать. Вот так. Блять, и это все. Да. Это ебало глючит. Пиздец. Вот, наконец-то протиснулся. А тут уже, короче, вот вся толпа носится. Да пошли вы в очко. Кнопка техобслуживания грифа. Что она дает? Гриф приземлится для взаимодействия с техником. И долго он будет стоять? Без контакта с инженером-ремонтником очень недолго. Тогда стоит поторапливаться.
Что вы задумали? Взлечу на грифе и осмотрю местность сверху. Может, увижу что-нибудь. Что значит зацепитесь за гриф? Что они имеют в виду? А, мне вон туда надо. То есть в воду. Я по воде бегу? Блять, вы серьезно? За трубу цепляться, что ли? Держитесь крепче. Взлет на грифе конструкции не предусмотрен. Это еще что за канаты? Раньше их не было. Канаты служат для стабилизации грифа в непогоду. Вот как. Может спуститься по канату? То есть они даже не сделали анимацию ему плавания. Интересный факт. С высоты птичьего полета можно увидеть, что трава в парке И ворота высажена уже в форме открыты. мирного Да, я понял, что сейчас босс. Птичьего? Я помню по арене. Этим боссом всю эту, наверное, засрали всю соцсеть. И ворота уже открыты. Ближайшее сохранение только здесь знаю, так что туда пойду. Сохранение данных. Пойдет. Просто по прямой, если что, добегать, да и все. Не, ну можно, конечно, побегать тут, прям посмотреть, но дело в том, что я сейчас тут еще паровоз за собой зацеплю. Они просто все тут тогда будут. Вон, видишь, мне эти сучки пасут. А тут реально аж кишиные просто этими уродами. И хреново то, что ты врагов валишь, а они заново встают. Какой тогда смысл эти, ну, как бы, патроны ограничивать тебя в ресурсах патронов, если ты, как бы, заново, ну, у тебя враги встают. Это то есть, если, допустим, вот она, сохранялка. Сохранение данных. То есть, короче, ты представь, да, себе какой-нибудь Resident Evil, какой-нибудь Silent Hill с бесконечными врагами, но ограниченными патронами. Потому что ты так или иначе, ты когда убиваешь одного врага, ты с него вытягиваешь меньше ресурсов, чем на него тратишь. Как бы, ну, типа, черчинка выделки не стоит. Бред какой. Ладно, давай босса запускай. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь. Робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Да ладно. Мик Гордон пошел. Клоняться надо в сторону просто. Надо притягивать к себе. Я понял. Еще раз долбанет. 2 раза. Как раз. Ровно на то, чтобы у тебя откат был. Окей. Надо было, когда убегал, отхилиться. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь. Робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко.
По-моему, в Доме 16 был подобный босс. Прямо вот по атаке очень похожи на какого-то босса из Дома 16 года. Ну и не зря они Гордона пригласили сюда. Как тебе такое? Под текстурки посмотрел. Шотает еще, падла. Что за столб? Единственный столб, который я тут вижу, это вот этот. Вот, короче, за ним прячешься, да? Это сюрприз. Опять она. Вовремя подпрыгиваешь. Робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто Ну бы ничего, мог подумать, сейчас она сделаем. ведь такое солнышко. Да. Подпрыгиваешь у ворот. Не успел. В смысле? Она через него катается. Босс, кстати, нечестный вообще. Потому что он реально несколько раз быстрее персонажа. И у него какая-то хрень шотающая постоянно. Вот что это такое? Персонаж не умеет бегать, но тебе дают босса, который раз в 10 быстрее тебя. Такое. В этом плане Doom как-то посправедливее был. С похожим боссом. Ладно, попробуем подождать стол. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, она ведь такое солнышко. Выруби. Серьезно, у тебя кроме дэша же ни хрена нету. Вот сейчас бы я мог вполне от нее убежать. Просто взять и убежать. Дело в том, что она тебя достанет всегда. Она портируется с любого этого угла. Ну, с любой точки. Ладно, тогда просто больше держим здоровье. Хоть саунд качает. Где это говно? Ты даже не видишь, откуда, с какой стороны она тебя атакует. Это бред вообще. Ой, блядь. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, она ведь такое солнышко.
тебе такое? В натуре ебанулись. Все равно в ебасос тебе прилетает, как ни крути. Где она, блядь? Я даже не вижу, на. По ней можно стрелять, когда она... Ну, вот в таком виде. Или надо ждать, пока она раскроется. Берегитесь! Робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, она 3 столба поднять. Но дело в том, что тут только один столб. Блять. Как тебе такое? Где вот еще один столб можно найти? Она, сучка, всегда возле тебя. Нет, так она, блядь, этим. Она делает 3 удара всего. Не всегда можно заметить, когда она стреляет в тебя этой хрени вообще. Ты ебанутый босс. Тут патроны не кончаются. Крафченные непосильным трудом. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь! Робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, она вид такое солнышко. Как? Брал, проходил. Короче, это пиздец, она... 2 удара, она шотает практически. Где это говно? Пизда, и лечение нихуя практически не попадает. Не помогает лечение. Я сейчас прыгал бесконечно, хотя бы подольше пожил. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь! Робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, она вид такое солнышко. Как тебе такое? Ну, теперь надо думать, где от нее заныкаться. Но дело в том, что она тебя не только шотает, но и достает с любого угла. Пиздец. Тут даже не видно нихуя просто, что делать и куда идти. Ну как бы идти-то есть куда, но, блядь. Она тебя просто закидывает патронами и прыгает на тебя сверху.
И либо эти, как его, волны пускает, все. 2 секунды, блядь, ты живешь. Интересно. Причем тут дело даже не в хилах, как бы тут их хоть весь их обвешайся этими хилами. Хоть весь склад ими забей. Ты просто выхилиться даже не успеваешь. Она тебя настолько быстро атакует, что ты не успеваешь вот эту анимацию даже захуярить себе. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Сейчас, Фольга, я тебя уделаю. Вот, она выстрелила 2 раза, у меня нету всего здоровья. И опять нахуй. Я сейчас потратил 3 или 4 хилки, да, и у меня опять нет здоровья. Просто за секунду выебывает все, что есть. Это бред вообще. Хули она спамит ударами, интересно вообще. Она просто без остановки тебя херачит. То есть я даже окошка никакого не вижу. Твою мать, вот это сюрприз. Дверь закрыта. Опять она. Туда явно не свинтить. Робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Ну, центр примерно тут. Тут же попадает, сходу. Просто, блядь, нихуя не успеваешь сделать. Давай прыгать и с дэшем в другую сторону отходить, я не знаю. Больше никаких других вариантов нету. Проблема в том, что персонаж не умеет бегать. Вот это чмошная херня. Это говно в 4 раза, да даже если не больше. Она быстрее его. То есть ты тупо вот так даже сориентироваться не успеваешь. Она тебя спамит и спамит просто подачами. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Даже, короче, дэш с этим не помогает. Да, я последний раз точно понял то, что, ну, как бы я сделал это, я попал, как бы вот в этот тайминг, скажем так, дэш, он все равно, они летят наводящиеся в тебя. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Просто, ну, пока даже времени не дают, чтобы хоть что-то разглядеть. 1, 2, 3. Я ухожу на середину. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. На 8 секунде она в меня попадет обязательно. Добивает прыжками примерно на 15 секунде. Так, подожди, вроде дэш попадает. О, столбы. Как она только что его разнесла? Как она вообще за мной оказалась? Бля, я патроны проебал. Печально. Попадает вроде. Эй, не ту сторону. Быстрее. Сейчас делаем. Где он? Так, блядь. Вон там стол. Ну быстрее, ёпта. Сраные откаты, твою мать. Просто ваншот, пол здоровья, пух. Ладно, сейчас просто повнимательнее. Короче, первый косяк был то, что у меня я патроны просрал. Второй раз бахнул электричеством и, по-моему, не попал. Даже говно кружится, как бешеное вокруг тебя. Уже получше. Там ее добить-то осталось. Один столб только. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь. Робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Что ты делаешь? Ну быстрее. Где это говно? Ай-яй, быстрее к ней. Понятно. Давай, покажи, на что ты способен. Ну-ка, успей, нет? Ну так, чуть-чуть. Так, это, наверное, была опрометчивая, да, тема? Ну, давай, давай. Оп. Ручка. Она все делает одновременно, походу. Вот дикая хрень.
Откат. Не, я лучше подожду. Блядь, ну она прям... Вот падла. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Нихуя, тайминг не попадаю. Все 3 в меня. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Че ты вылупился? Да не туда, блядь. Твою мать, вот это сюрприз. Опять она. Берегитесь, робот ЕЖХ-7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко.
Так, давай мы запускаем, пока она отдыхает. А, не успел. Сучка. Успел? Да. Дровосек, сука, железный. Теряем. И ныкаемся куда-нибудь. Здорово, Илья. Падла. Она меня затягивает. Где я? Понятно. Назад, назад. Бля, какой он медленный по сравнению с ней. Короче, она теперь по 2 раза атакует. И сразу же выносит. Что там? Сколько убытия жизни не было. Перезарядка. Ну ее в жопу. Тихо. Главное вовремя запустить вот эту штучку. Бам. Готово. Гребнись. Наконец. Открытый мир не понравился. Хочется обратно с чего начинали. Босс был вот этот забавный. Главное понять, как он работает. И шустрый. Ну, с какой, наверное, попытки с 10-й, да, его одолел. На открытый мир вообще ни о чем. Как будто это другая игра. Вот как только ты с первых катакомб этих вылез, с первых коридоров, только начался открытый мир, это другая игра вообще. Даже бабки голос изменили. Впечатляет. Сразу чувствуется, что стоишь на пороге чего-то величайшего и знаменательного. И если б только не трупы вокруг. Торжества подготовлены по случаю всесоюзной полимеризации и запуска сети коллектива 2.0. В понедельник сюда прибудет все высшее партийное руководство. До понедельника я здесь все исправлю. Буду рад, если ваш оптимизм оправдается. Оправдается, увидишь. Что надо сделать? Больше я Дмитрия Сергеевича не подведу. И тут заперт. Кто все это запирает? У него дома, наверное, даже сортир накудывается. Планировалось сделать открытие этих дверей символическим действом. Символическим? В смысле? Система зеркал должна сфокусировать потоки солнечного света на модели нашей Солнечной системы, которую вы видите высоко над входом. Попробую организовать. Что надо сделать? Что там наверху? Найдите способ попасть внутрь. Так, дело же не в салютах, ни в чем, да? Стой к двери, правую, ну. Это уран. То вот так надо оттянуть. А, вот нихера. Так, отлично. Правое зеркало установлено. Левое зеркало не работает. Что-то застопорило В смысле не подъемный работает? механизм и не позволяет зеркалу подняться. Понятно. Снова лазать по подвалу. Вот, давайте, да, лучше в коридоры. Чуть было не было. входить. И череп с костями. Очень ободряет. Где это я? В данном подземном уровне размещена система магнитной амортизации. Все здешние помещения заполнены подвижными сборками электромагнитов. Значит, на них можно воздействовать электромагнитным импульсом. Надеюсь, это меня не убьет? Я тоже на это надеюсь, товарищ майор.
Короче, это как в Марио. То есть меня может Плюс-минус. раздавить опускающейся магнитной Переворачивает стеной? потолок, Теоретически делает не должно, полом. но это не точно. Я тут впервые. Да неужели? Странно. Ну ладно. Тут давненько Ленки не видно. А нет. Ну, просто все, которые эти. Где-то на время, по-моему. Те объекты, которые, возможно, они, короче, вниз. Ой, вверх притянуло. Понятно. Товарищ майор, вы уже проникли в комплекс ВДНХ? Частично. Магнитная Как индукция. это понимать? Буквально. Я в секторе магнитной амортизации ищу способ открыть вход в ВДНХ. Ты можешь открыть мне дверь? У меня нет таких навыков. Это ваша компетенция. Тогда не суйся под руку. Отсюда он вообще не достает. Ладно, давай так. Понятно. Может, тут каких-то магнитов не хватает? Почему не вниз тогда? Логически надо было, по идее, вниз бахнуть, чтобы у тебя в потолке там что-то было. Окей. Опять эти уроды усатые. Ну куда ж без вас-то? Ну, это точно. Они тут просто везде. Там еще второй крадется. Да. Че уставился, ушлепок железный? Пора на свалку! Тот там вообще стоит под солями. Балдеет. По-моему, мне кажется, или Вовчиков жиров добавилось. Ладно, давай тогда за дробашом пойдем просто, да и все. Да, такие магнитные штуки часто, кстати, у Nintendo встречаются. Ой, Вовчик умер. Но он живой. Опять эти уроды усатые. Ну куда ж без вас-то? Да выруби! А где у него половина-то отлетела? Вот он. Недоразобрался, думал я, Вовчик. А пальцами пощелкаем. Ну, я уже где-то хилку надыбал. Вовчиков, наверное, упало. Ох уж эти Вовчики. Непредсказуемые ребята порой. Я не знаю, мне кажется или нет, но, по-моему, у них по-разному всегда жира. Когда-то они с одного выстрела пистолета электрического падают, а когда и 4 пули с дробаша не попадают. Странно. Не интересно, больше пизды получишь от милишки. Сюда даже не пройти. Зачем тут вообще этот гребаный лабиринт? Система магнитной амортизации была разработана учеными Киевского политехнического университета. Это очень сложное комплексное устройство, изменяющее свою конфигурацию согласно текущей ситуации. То есть это страховка на случай природной катастрофы? В том числе. Но главное назначение амортизационной системы — это ее обкатка. Здесь, в дружелюбных условиях нашей планеты, система будет усовершенствована для дальнейшего применения в космосе. Круто. Наука — это сила, тут не поспоришь.
Нам бы еще как-то найти путь через это гребаное магнитное царство. Я же туда пришел. Блин, вроде. Нет, я оттуда пришел. Вот так. Все, я понял. Просто я вышел в такую же одинаковую комнату и думал то, что я уже что-то заплутал. Так. Ладно, давай так шарахнем для начала. Угу. Ну-ка, я сюда залезу? Нет. Теперь отсюда. Меняем полярность. И прыгаем вот сюда. Как раз. Пойдет. Еще одна дверь без замка. Храс, где тут реле? На стенах я ничего похожего не замечал. Кстати, вот этот, когда меняешь полярности и так далее, чем-то очень похоже на этот... Как же оно? С пушкой там ходишь. Забыл. Две части их еще. Вон там, чувак. Иди к папе. Сколько времени он тут лежал, чтобы просто через 20 минут встать? Да, вот, портал. Вот очень на портал похоже. Че, он прям вот в этом ящике? Так, ну давай еще раз полярность поменяем. Не тут. Стой. Шапки были, костюмы были. Понятно, это трёп какой-то. Как скажешь, я дальше пошел. Давай бахнем. Вот к нему что-то подходит вот тут. Вот, подожди. А, нет, это дверь. Жух, и вот он, наверное, тут замок где-то. Вот. Но до туда не достать. Подожди. Как забраться-то сюда? Надо в целом как-то посмотреть эту картину, как работает. Угу. Может. Так, отсюда, сюда. Потом мы прыгаем отсюда вот сюда. Потом вот так. Не совсем уверен, но может быть вот сюда. И отсюда попадаем. Стой. Угу. Ну-ка, если так, она слишком высоко, да, поднимается?
Да нет, слушай, нормально. Ну-ка, давай отсюда попробуем. Как-то так. Брат, какого черта товарищ Молотов ополчился на академика Сеченова? Зачем нужна была эта комиссия за 2 дня до запуска коллектива? Ведь все уже готово. Именно потому, что все уже готово. В смысле? Ты хочешь сказать, что Молотов со своей комиссией спешит отобрать у академика Сеченова плоды его трудов за 2 дня до запуска? Совершенно верно. Этот сбой, устроенный Петровым, прекрасный повод обвинить академика Сеченова в неспособности управлять предприятием 3826, а следовательно и всем процессом полимеризации СССР. При чем здесь Дмитрий Сергеевич? Это же дело рук Петрова. Это по его указке роботы превратили предприятие в свалку обезображенных трупов. Боюсь, что товарищу Молотову нет дела до количества жертв. Впрочем, как и товарищу Сеченову. Чего? Ты что несешь, перчатка? Да, Дмитрий ну, Сергеевич конечно. делает все, чтобы прекратить этот ужас. Правильнее будет сказать, что это вы, товарищ майор, делаете Еще раз. все, чтобы прекратить весь этот ужас. Да, но меня послал академик Сеченов. Не спорю. Но с какой целью конкретно? Взгляните на ситуацию трезво, товарищ майор. И товарищу Сеченову, и товарищу Молотову выгодно, чтобы информация об этом кровавом сбое не вышла за пределы предприятия 3826 и не стала известна всему миру. Потому что всему миру не докажешь, что во всем виновата горстка ублюдочных предателей. Мир решит, что советские роботы опасны, а это не так. И здесь я тоже с вами соглашусь, товарищ Ну, майор. это не так. Однако что из этого следует? Из этого следует то, что теоретически и товарищ Молотов, и товарищ Сеченов должны быть одинаково заинтересованы в том, чтобы весь этот кошмар прекратился как можно раньше. Не так ли? Ну так, и что? А то, что вместо этого мы видим самую обычную борьбу за власть. Академик Сеченов, вместо того, чтобы обратиться Я вообще не к правительству слышу, что они и несут. ввести войска на территорию предприятия 3826, которые уничтожат агрессивных роботов или задержат Петрова, либо предпримут иные эффективные действия, делает все для того, чтобы скрыть трагедию от всех, включая правительство. Да, блядь, ну нахуя ты перепрыгнул-то? Бля, или я не здесь был. Тут, походу, с разных сторон можно попасть в эти точки. Да. Причем куда проще. Вовка в носу Я ковырялся когда-нибудь и уже выйду умер. отсюда или нет? Ну и чё? А, вон еще одна загадка. Блин, вот на эти блины в последнюю очередь, наверное, внимание обращаешь. А какой цвет-то надо? Очень интересно. Какого цвета нужно сделать? Вот теперь понятно. Спасибо. Все 3 зеленых, да? Ой. Ой, не то. Ой, не то. Так, у нас все красные загораются.
У меня уже походу мозг не работает. Все. Нет, но я в курсе, что вы... Теперь можно яркости добавить. Вашего партийного руководства в коллективе будет больше полномочий, чем у рядовых граждан. Но это нормально. Весь мир же не может принимать важные решения. Вот как? И почему же? Ну, во-первых, за их исполнение кто-то должен отвечать. А не так, что, мол, все отвечаем за все. Все — это значит никто. Когда спросить не с кого, никто шевелиться не станет. Должна же быть какая-то ответственность. И потом, если весь мир только и будет что обсуждать важные решения, то никто ничего делать не станет. Все время на обсуждение уйдет. Вы так считаете? Давайте разберем ваши аргументы. Итак, весь мир будет бесконечно долго обсуждать важные решения. Это заблуждение. Я, Сеть наверное, хер коллектив — долечу, это, по да? сути, коллективный разум. Слившееся воедино человечество Ну-ка, отсюда будет попробуем, мгновенно посмотрим, что и есть. одновременно знать все, что пожелает изложить любой из его членов. И ответственность в едином коллективе будет определяться не фактором страха перед наказанием, а осознанием того, что это необходимо. Ну, до такой сознательности доросли еще не все. Даже у нас в СССР с этим не все идеально. Что уж тут про весь остальной мир говорить. Вы совершенно только не перепрыгни. Уровень сознательности населения планеты недостаточен для О, запуска сверху коллектива. жопой валяется. Высшее руководство СССР понимает. Поэтому у партийных и государственных лидеров в коллективе будут особые полномочия, превышающие возможности обычных людей. Ну и что в этом такого? Так всегда и было. Точно всегда было именно так? Или же Что-то не все-таки так. всегда был один непререкаемый лидер, Это под решается которого куда плясало проще Политбюро, Совет министров и так далее? Ты хочешь сказать, что в коллективе тоже будет один лидер? Я хочу сказать, что вход в коллектив осуществляется при помощи нейроконнектора. Устройство мысль — это общеизвестно. Для простых граждан существует устройство мысли. Но для привилегированных Я руководителей врубиться не созданы могу, куда мне вообще эксклюзивные даже надо. коннекторы с длительной маркировкой. Тот, кто Может, обладает сюда? таким коннектором, будет иметь в сети высший приоритет. То есть даже лидеры будут равны между собой. Это хорошо. Почти. Дело в том, что запустить коллектив можно только с альфа-коннектора. Он ключ ко всему, в том числе к раздаче особых полномочий. То есть альфа-коннектор находится сейчас у Дмитрия Сергеевича? Товарищ Молотов хочет отстранить его от руководства предприятием, Кстати, чтобы очень получить не альфа-коннектор вовремя себе? они сейчас лор в уши Множество льют, людей, потому что, погибших ну, здесь в результате злодеяний предателя Петрова, интересует тут товарища либо одно, Молотова либо другое. крайне опосредованно. Ему нужна власть над сетью коллектив. Он летит сюда за ней. Ебучие пироги. Он мне никогда не нравился, и вечно у него к Сеченову какие-нибудь претензии. Но такой херни я от него не ожидал. Нужно торопиться. все, можно теперь в дверь эту попасть. Почините механизм зеркала. О, зеркало. Вон там что-то. А, вот. Бля, ну. И вот из-за этой мелочи... Самое неприметное, это, наверное, вот Сложно эти вот тут у них. штуки. Вы можете подняться на поверхность прямо вместе с зеркалом. Да уж само собой. Я быстрее нирваны достигну, чем обратным путем вернусь. Ну, такое. У тебя вообще ничего не меняет. Нет, это вот основные. Это раз, два, три, четыре. Вот эти штуки. А нет, вон еще одна есть. Даже близко нет. Чисто случайно. Вы уже проникли в
внутрь ВТНХ, товарищ Точно, майор. я же за этой хренью пошел. Контрправительственной комиссии уже вылетела из Москвы. Они будут здесь уже скоро. Раз комиссия не приземлилась, значит время еще есть. Не мешай работать. Мне так и доложить академику Сеченову, что его вопрос мешает вам работать? Ты лучше доложи, как ты драпал от роботов на железнодорожной платформе, вместо того, чтобы помочь. Я не солдат, товарищ майор. Я работаю головой, а не руками. Проходить через роботов — это ваша задача. Языком ты работаешь, а не головой. В данный момент ты тратишь мое время и замедляешь выполнение задания. Авторизация. Майор П3 Нечаев. Доступ. Так, давай посмотрим, что, может быть, открылось. 82 всего полимера. Ну, мало Вовчик как гасил, кстати. Зато тут понаоткрывалось, что такое. Поэтапное повышение коэффициента компрессии делает ваш РДН более вместительным. Что такое РДР, я не знаю. Вот это, по-моему, штука хорошая. Давай. При рывке я буду неуязвим. Так, и чего тут у меня? Паштет, короче говоря, открылся. Ну, это он был. Лиса, доминатор. Электро есть, швед тоже. Дробаш тоже есть. Все остальное закрыто. По классике, для поэма я вообще не знаю, зачем он нужен. Там есть аж электрического, наверное. Так, стой. Давненько я вот этим не занимался. Так, вот наконец-то кассетный этот модуль. У меня там только одна штучка. Баллон один с этим. Первый полигон надо пройти. Давай по максималке, в общем, смотрим. Здесь у нас все, да? Это позже. Это можно еще. А нет, ресурсов не хватает. Здесь что? Тоже. Ну вот. Прокачанный. Чуть-чуть. Скорострельности бы побольше было бы вообще добро. Так. Отсюда мы вот это убираем. Это вот кассетник, кстати. Бухло. Тоже до свидания. Это до свидания. Так, берем хилку. Вторую. Да и заряжаем, в принципе, все хилками. Патроны еще есть. О, уже и посимпатичнее дробовик выглядит. Пойдем проверим чуть-чуть. Кстати, я не сохранился. Сохранение данных. Ну, это прямо вот вообще на Биошок похоже. Какие-то приблуды там себе вкручиваешь. Пистолету свою. Так, стой.
Да, в принципе, будем закругляться на этом. Сохранение не так давно было, а тут сейчас буду... Что там, найдите руку Терешкова. Ну, мы сейчас, наверное, этого робота будем по частям собирать. Никак иначе. Вот. Поэтому тоже продолжим на следующем стриме. Вот. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.